Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, хотим вас ознакомить вот с этим мнением, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как большие дяди превратили лучших фигуристок России в изгоев. Щербаковой, Валиевой, Трусовой и Косторной придется терпеть унижение на главных турнирах в жизни. Если их вообще туда пустят. Российскому спорту вынесли приговор – 2 года без флага и гимна, на Олимпиадах и чемпионатах мира. Одни торжествуют, что не 4. Другие призывают навсегда бойкотировать эти буржуйские игрища. И все бы ничего, но за этим мракобесием теряется суть происходящего. А суть пугает: феноменальные российские фигуристки на главных турнирах в жизни окажутся в неполноценном статусе. Если их вообще туда пустят, вряд ли им кто-то объяснит, почему со звездами мирового спорта обращаются как с изгоями. И уж точно большие дяди не станут извиняться перед беззащитными девочками. Как отстранение России повлияет на фигурное катание? Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал законными санкции, наложенные на российский спорт, но сократил срок отстранения нашей страны от крупнейших турниров с 4 до 2 лет. Для фигурного катания это означает, что на Олимпиаде в Пекине и чемпионатах мира 2021 и 2022 российские фигуристы не смогут выступать под родным флагом, а в честь их побед не будет исполняться гимн России. Но хуже всего, что допускать наших спортсменов на эти турниры будут в индивидуальном порядке, по критериям, которые нам только предстоит узнать. На примере Олимпиады в Пхенчхане понятно, что отказать могут любому, даже не заморачиваясь с объяснением причин. Ни Ксения Столбова, ни Александра Степанова с Иваном Букиным ни в каких допинговых делах замешаны не были, но возможности выступить на Корейских играх были лишены. Почему российских фигуристок особенно жалко? От новых санкций пострадают представители всех видов спорта, и всех жалко. Но фигуристок жалко втройне. Во-первых, Щербакова, Трусова, Валиева, Косторная и другие девочки, которых коснется решение ВАДА, в момент Олимпиады в Сочи были совсем детьми и физически не могли быть причастны к каким-то махинациям. Во-вторых, в современном фигурном катании карьеры пролетают со скоростью молнии, поэтому на первом после снятия ограничений чемпионате мира, наверняка будут другие герои, не говоря уже об Олимпиаде 2026. В-третьих, российские фигуристки априори едут на крупные турниры только за победой, так что запрет на гимн касается их в первую очередь. Самое талантливое и удивительное поколение в истории фигурного катания оказалось еще и самым невезучим. Извинений можно не ждать. Многие болельщики и даже специалисты призывают не драматизировать ситуацию. Мол, ценность наград, завоеванных в неполноценном статусе, не снижается, а национальная принадлежность чемпионов и так всем известна. Тем более на этот раз даже можно размещать на экипировке триколор флага и слово «Россия». Вспоминают и Алину Загитову, которой выступление в составе команды олимпийских атлетов из России не помешало стать всенародной любимицей и очень успешной девушкой. Успокаивать себя можно сколько угодно. Но ведь у всех остальных будет и допуск на соревнования без нервотрепки, и флаг, и гимн, и проход по стадиону на церемонии открытия в составе своей сборной. А у наших девочек нет. Что это, если не унижение? Ни в чем не повинные подростки, отпахавшие все детство и юность на катке, и выжившие в мясорубке национального отбора, на главных стартах в карьере будут назначены изгоями без рода и племени. Потому что одни жрали допинг, а другие их покрывали. Потому что кому-то очень хотелось устроить России показательную порку. Потому что сдавать истинных виновников большим дядям не с руки. Вот и получается, что уникальные юные фигуристки страдают за чужие грехи. Причем это понимают и те, кто наказывал наш спорт, и те, кто должен был биться за девочек. Но извинений от больших дядей, превративших их в изгоев, Щербаковой, Трусовой, Валиевой и остальным ждать бессмысленно. Подумаешь, растоптали детские мечты. В первый раз, что ли?